Информация, которой я сегодня с вами поделюсь, очень важная, поэтому просьба сразу поделиться ею во всех мессенджерах, контактах, одноклассниках, фейсбуке и так далее. Потому что то, что сегодня я расскажу вам про пожары в Сибири, как горит Сибирь, вы, наверное, больше пока нигде не узнаете. Я сейчас нахожусь в Швейцарии, живу тут уже 5-й год, смотрю, мониторю швейцарское телевидение, швейцарские каналы, прессу. И, конечно, то, что нам показывают по русскому телевидению про пожары в Сибири, как горит Сибирь, совершенно различаются от того, что передают здесь в новостях. И первое, что я хочу сказать, что все это, конечно, не случайно. То, что пожар начался еще в мае и до сих пор его не могут потушить, это не просто так. Все это сделано целенаправленно для того, чтобы в какое-то время, через промежуток времени, просто передать эту землю Китаю. Дело в том, что уже западные историки и западные СМИ рассказывают о том, что от Урала до Дальнего Востока в России проживает около 25 миллионов человек. На границе с Бурятией, на границе с Республикой Саха есть граница с Китаем, где ждут около 200 миллионов человек, китайцев, как бы отмашки, да, чтобы переселиться. Поэтому не удивляйтесь, что леса сейчас горят, что их никто не тушит. Это целенаправленная мера для того, чтобы просто заселить потом туда китайцев. То есть сейчас вся эта земля выгорит, все леса исчезнут, все птички, медведи, рыси и волки сбегут или их потом расстреляют. И просто будет обнаженная территория, которую спокойно можно потом просто прийти и заселять. Те, кто живет в Иркутске, те, кто живут вот недалеко в городах, где как раз вот эпицентр, да, и скопление вот этого угарного дыма, я советую всем собирать вещи поскорей и уезжать, во-первых, потому что весь этот угарный дым, который идет от лесов, ну, во-первых, вы сейчас не видите солнца, во-вторых, очень большие проблемы у вас будут потом со здоровьем, потому что 2-3 дня подышав вот этим вот плохим воздухом загрязненным, просто вы можете посадить себе и легкие, и нервную систему, и в крови будет потом очень много гадостей и нехороших веществ. Но это все делается целенаправленно. Я тоже читал информацию несколько дней назад, что когда Россия вывозит лес в Китай, в год зарабатывается 43 миллиарда рублей. Но я вам скажу, что это копейки для чиновников, которые сидят у власти, потому что 43 миллиарда, ну сами понимаете, там на 50-100 человек поделить, это для них это копейки. А когда вот эта земля продастся, вот это будет очень хорошие денежки, которые потом на 1000 лет могут им хватить. Поэтому ничего делаться не будет. Либо это все сейчас само затухнет, утихнет, пройдут дождики, там все это затушат, но деньги вкладывать в это не будут никакие инвестиции привлекать под это. Поэтому, друзья, надо держаться, и ничего мы, к сожалению, сделать не сможем. Вы сейчас уже должны думать о своей жизни и должны думать о том, что куда, если что, переезжать и куда податься потом. Вот. На самом деле, как бы мои размышления такие, что вот если бы мы жили, например, в Арабских Эмиратах, и вот земля, которую мы бы сдавали в аренду или продали, да, вот этот кусочек Сибири, в принципе, ничего в этом плохого нету. Можно было бы продать эту землю или сдать в аренду китайцам, да пускай они вас делают, пускай там 200 человек приедет, 200 миллионов, да, человек, пускай. Но тогда вот эти деньги, которые мы заработали с продажи или с аренды вот этого объекта, да, нашей земли, это же все равно нам всем принадлежит, людям, русским людям, да, у кого есть русские паспорта, то есть все вот эти богатства, все недра российские, они должны по сути принадлежать нам. И поэтому, если бы было бы вот как правильно, да, вот сделали, то можно было бы, конечно, несколько миллионов гектаров отдать, и я думаю, что не было бы ничего страшного. Вот. Но сейчас, получается, мы и землю потеряли, и леса потеряли, и ничего в итоге не получим. Вот что обидно, понимаете? Поэтому пожары в Сибири – это все спланированная акция. Вещи, которые происходят, они не случайны, не просто так. И незачем искать ответа в телевизоре, вам там все равно ничего не расскажут.
По поводу очагов возгорания, говорят, что 3 миллиона гектара леса, да, сгорело. На самом деле, по западным СМИ, это в 2-3 раза больше. То есть там ущерб уже очень колоссальный. Погибла популяция птиц, осталось около 20% птиц, которые внесены в Красную книгу, остальные все просто вымерли. Поэтому решать вам, что делать. Распространите просто этот ролик по всем, по друзьям, по знакомым, пускай все узнают правду и узнают, что не стоит все-таки верить свято русскому телевидению. Вам там ничего не скажут про пожары в Сибири, и вообще про какие-то интересные вещи. Все равно вам расскажут то, как это нужно рассказать. Давайте в комментариях обсудим, что мы можем сделать. Может быть, как-то мы можем собраться, может быть, какой-то флешмоб устроить, но не знаю, насколько пойдет это все. Всем удачи, всем добра, делайте выводы. Подписывайтесь обязательно на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем удачи, пока-пока.